Ты слушаешь Радио Мария. «11 февраля. Прямой эфир главных новостей Израиля на Радио Мария. Здравствуйте. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. По меньшей мере 7 протестующих были арестованы вечером в субботу, 10 февраля в Тель-Авиве во время акции протеста, призывающей к освобождению заложников и новым выборам. По данным полиции, некоторые протестующие заблокировали часть шоссе Айялон, ведущего на юг. Они были задержаны, цитирую. Группа протестующих, которая не входила в число 7 похищенных, решила пройти маршем и начала нарушать порядок, перекрывая дорогу. Об этом сообщили в полиции. Протестующие поджигали костры и на некоторое время перекрыли южное шоссе. Также, по данным полиции, 5 протестующих были оштрафованы за препятствование движению транспорта. Сообщается, что демонстрация была незаконной, об этом говорят в полиции. Напомню, что ранее мы рассказывали об истории нашей слушательницы, которая написала в редакцию и заявила, что на некоторых митингах против правительства появляются пенсионеры за гречку или же за продуктовые наборы. Добавлю, что все эти кадры, которые вы сейчас видите на своих экранах с горящими кострами и с протестами на улицах, сразу же используются врагами Израиля, показывая миру: вот посмотрите, даже люди у них уже выходят на улицы, жгут костры и протестуют против Нетаньягу. Главные новости Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу считает, что, учитывая международное давление, у Израиля остался всего 1 месяц для завершения предстоящей операции в Рафехе, направленной на ликвидацию оставшихся оперативных батальонов террористической группировки Хамас в секторе Газа. Согласно сообщению 12-го телеканала израильского телевидения, премьер-министр Израиля сообщил военному кабинету, что операция в самом южном городе Газы, где укрывается более половины жителей прибрежного анклава, должна быть завершена до того, как начнется священный месяц Рамадан 10 марта. Такой комментарий был сделан во время обсуждения предстоящей операции в Рафехе. Начальник штаба Цаля Герци Алеви сообщил Нетаньягу, что армия обороны Израиля готова к операции, но ей необходимо, чтобы правительство сначала решило, что оно хочет делать с перемещенными жителями Газы, которые укрываются в Рафехе. Напомню, что Каир обеспокоен по поводу любой израильской операции вдоль границы с Египтом и боится, что палестинцы, бегущие с Рафеха, могут попытаться проникнуть в Египет. В то же время Саудовская Аравия предостерегает Израиль от начала военной операции в городе Рафех на юге Газы, последнем оплоте Хамаса в секторе, где укрывается более 1 миллиона перемещенных палестинцев. В заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии говорится, что Королевство Саудовская Аравия предупреждает о чрезвычайно опасных последствиях штурма и нападения на город Рафех в секторе Газа. Об этом заявило Министерство иностранных дел Саудовской Аравии. Параллельная группировка Хамас предупреждает, что в случае нападения израильских военных на Рафех, расположенный на крайнем юге сектора Газа, могут пострадать десятки тысяч палестинцев. В заявлении террористов Хамас говорится, что любые военные действия в городе Рафех будут иметь катастрофические последствия. Хамас заявляет, что возложит ответственность за это, цитирую, на американскую администрацию, международное сообщество и израильскую оккупацию. Это была цитата. Добавлю, что ранее сообщалось, что в Рафехе скрываются не только перемещенные беженцы, но и террористы Хамас. Главные новости Израиля.
ЦАЛЬ сообщает, что в субботу, 10 февраля, истребители нанесли удары по зданию, которое использовала Хизбалла на юге Ливана, а также наблюдательному пункту. Также армия обороны Израиля добавила, что сирена Цева Адом, которая звучала ранее на севере Израиля, оказалась ложной тревогой. Американское рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля в прошлую пятницу из-за последствий продолжающейся войны с Хамас в секторе Газа. В своем заявлении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху преуменьшил значение решения Moody's и сказал, цитирую, «Экономика Израиля сильна. Понижение рейтинга не связано с экономикой, оно целиком связано с тем, что мы находимся в состоянии войны», сказал премьер-министр. Главные новости Израиля. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич прокомментировал понижение агентства Moody's кредитного рейтинга Израиля, заявив, что это решение связано с войной в Газе, и оно не было основано на здравом экономическом обосновании, и утверждает, что отчет агентства является, цитирую, пессимистическим политическим манифестом. В интервью 12-му телеканалу израильского телевидения Смотрич говорит, что израильская экономика сильна по всем параметрам. Она способна поддерживать все военные усилия на линии фронта и в тылу, пока с Божьей помощью не будет достигнута победа, говорит Смотрич. Бецалель Смотрич утверждает, что 75-76 экономистов в Нью-Йорке понижает рейтинги относительно того, согласны ли мы на прекращение огня или нет, и хотим ли мы создать палестинское государство или же нет, и таким образом решили понизить наш рейтинг. Абсолютно неразумно, говорит Смотрич, цитирую. Они понизили наш рейтинг, потому что не верят в Израиль. Они даже не будут называть Хамас террористической организацией, продолжает Смотрич, добавляя, что Moody's отклонила просьбу Израиля сделать это. Спикер Кнессета Амир Охана отменил запланированную встречу в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, сославшись на заявление Гутерриша накануне вечером о том, что Израиль нарушает международное право в своей войне против террористической группировки Хамас в секторе Газа, цитирую. «Отмена встречи не происходит в вакууме», заявил Охана, ссылаясь на комментарии Гутерриша, сделанные в конце октября, о том, что нападение Хамаса на Израиль 7 октября произошло не просто так. Спикер Кнессета объяснил, что он хотел встретиться с Гутерришем, несмотря на его прошлые комментарии, чтобы попытаться убедить его, но в конечном итоге решил не делать этого после того, как генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш вновь призвал государство Израиль прекратить боевые действия. Главные новости Израиля. Федерация футбола Ирана заявила, что обратилась к руководству Международной федерации футбола с просьбой приостановить деятельность Федерации футбола Израиля из-за войны в секторе Газа. В объявлении, размещенном на сайте Иранской федерации футбола, Иран просит, цитирую, полностью отстранить Израильскую федерацию от всей деятельности, связанной с футболом. Конец цитаты. Федерация футбола Ирана также просит принять немедленные и серьезные меры со стороны Международной федерации футбола и ее ассоциации членов, чтобы предотвратить продолжение израильских преступлений и обеспечить продовольствием, питьевой водой, лекарствами и медицинскими материалами невинных людей и гражданских лиц в секторе Газа, сказано в заявлении Федерации футбола Ирана. Начальник штаба ЦАЛЯ Герци Алеви и глава Шабак Ронен Бар посетили Хан-Юнис на юге Газы. Герци Алеви сказал, что действия против Хамас в этом районе еще далеки от завершения. Цитирую. «Бои в Хан-Юнисе мы еще не закончили, мы далеки от завершения». Об этом сказал начальник штаба ЦАЛЯ Герци Алеви. Главные новости Израиля. И возвращаемся к главной теме. Напомню, что Израиль не намерен отказываться от операции в палестинском городе Рафиах, несмотря на возражения США. Вчера в субботу утром, 10 февраля, сообщалось об ударах Израиля по окрестностям Рафиаха. Беженцам из Рафиаха бежать некуда, поскольку Египет палестинцев принимать отказывается.
На выходе Шаббата премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу обозначил сжатые сроки завершения операции в Рафехе. Эти сроки до 10 марта. По его мнению, ликвидировать Хамас в этом городе нужно как можно быстрее из-за высокого международного давления. На этом фоне Египет уже пригрозил разорвать мирное соглашение с Израилем, если Цааль вторгнется в Рафиах. По соглашению от 1978 года доступ в этот город израильской армии запрещен. Саудовская Аравия также выступила против израильских планов штурмовать Рафиах и призвала собрать срочное заседание Совбеза ООН во избежании гуманитарной катастрофы. Против военной операции в Рафехе выступили в МИД Германии. Израиль сейчас находится в сложной ситуации. Без штурма и зачистки Рафеха нельзя взять под контроль весь сектор Газа и полностью ликвидировать Хамас. А это главная цель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу. Тем временем под штаб-квартирой агентства ООН по делам палестинских беженцев в секторе Газа Цааль обнаружил один из самых значительных и совершенно секретных активов Хамаса. Это подземный центр обработки данных, который использовала террористическая группировка для разведки и связи. Хамас построили ботаферму с электрической комнатой и жилыми помещениями для IT-персонала Хамаса. Все это было прямо под комплексом агентства ООН по делам палестинских беженцев в секторе Газа и близлежащей школой. Террористы Хамас знали, что Израиль никогда не нанесет удар по этому месту. То есть агентство ООН по вопросам палестинских беженцев прекрасно знало, что инфраструктура их агентства используется террористами Хамас и сотрудничала с ними. Глава агентства ООН по вопросам беженцев уже заявил, что агентство ничего не знало о дата-центре Хамаса, который находился непосредственно под штаб-квартирой агентства ООН в секторе Газа. Главные новости Израиля. Продолжаем главные новости Израиля на радио Мария. Нам нужна ваша поддержка. Чтобы поддержать нашу радиостанцию, досмотрите до конца это видео. Поставьте лайк, а также подпишитесь на канал. Не забудьте написать свой комментарий. Ваши комментарии, лайки и подписки помогают продвижению и развитию нашей радиостанции. Также не забывайте, что обязательно нужно подписаться на резервный YouTube-канал Радио Мария. В случае, если на основной канал Радио Мария будут наложены ограничения или мы не сможем выйти в эфир, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Правда, о которой мы говорим, многим не нравится. Трое мужчин прибыли в медицинский центр Галилеи в Наарии и напали на охранников у входа. Также пытались завладеть оружием охраны. Служба безопасности больницы смогла взять под контроль этот инцидент. 3 охранникам потребовалась медицинская помощь. Подозреваемым по 20 лет, они уже арестованы. Срок их содержания под стражей был продлен на 2 дня. В медицинском центре Галилеи в Наарии прокомментировали: «Это один из самых серьезных инцидентов, которые мы когда-либо видели. Мы верим, что полиция Израиля быстро расследует эту ситуацию», заявили в больнице. После появления этой новости к нам на редакционный имейл стали приходить сообщения, что если мы собираемся рассказать об инциденте в больнице Наарии, то лучше этого не делать. Сообщение было на русском языке с грамматическими ошибками. Видимо, жители Наарии и в целом все граждан Израиля хотят держать в неведении. Но с нами это не работает, мы за правду. Отправитель имейла уже установлен, он тоже из Наарии. Все данные отправителя у нас тоже есть. Вам привет от нашей редакции. Главные новости Израиля. Группа Би-2 показала фото из тайской депортационной тюрьмы. Напомню, что музыканты находились в тюрьме якобы за незаконный концерт и позже были депортированы в Израиль. Сейчас эти фотографии вы видите на своих экранах. Сама же группа связывает свое задержание с действиями российских дипломатов из-за того, что Би-2 осудила войну России в Украине.
Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова с вами в прямом эфире. До встречи.